Всем привет! Сегодня мы научимся создавать маску с рисунком на лице. Для создания маски нам понадобится не только программа Spark AR, но и один из графических редакторов. На ваш вкус. Главное, чтобы редактор поддерживал работу со слоями. Вы можете воспользоваться даже код-редакторами на мобильных устройствах. Я буду использовать Adobe Photoshop. Ссылку на скачивание я оставлю под видео и в телеграм-канале, на случай, если вдруг хотите поработать также с ним. Давайте начнем. Открываем графический редактор. После чего открываем в нем фотографию из скачанного архива из прошлых видео, где мы рассматривали развернутое лицо мужского и женского пола. Я использую лицо мужского пола. Разблокируем слой и создадим новый. Именно на этом новом слое мы будем создавать рисунок, который будет отображаться на лице. Давайте перейдем к созданию. Создавать рисунок можно, рисуя его самому, или можно импортировать картинки с прозрачным фоном, то есть в формате PNG. Я пойду вторым путем, чтобы не затягивать видео. Поэтому я импортирую в Photoshop две фотографии в формате PNG. Это будут логотипы. Логотип Nike и логотип Adidas. Импортируем логотип Adidas. Давайте уменьшим его в размерах. Как я говорил, старайтесь не заходить за эту границу, поэтому можно еще немного уменьшить. Давайте сделаем здесь и импортируем второй логотип. Это логотип Nike. Также давайте уменьшим его размеры, чтобы они были плюс-минус похожи с Adidas. Также расположим его, не заходя за данную границу. Просто если мы зайдем за данную границу, маска, когда будет натягиваться на лицо, то рисунок ваш на лице, он сильно исказится. После создания маски нам нужно подготовить ее к экспорту и экспортировать. Для этого скрываем слой, либо удаляем слой с развернутым лицом, после чего объединяем наши слои клавишами Command-Shift-E, и мы можем экспортировать. Экспортировать нужно также в формате PNG, то есть с прозрачным фоном. Для этого нажимаем Command-Shift-S. Photoshop нам предложит пути для сохранения. Давайте выберем рабочий стол, укажем формат с прозрачным фоном PNG. Также изменим его здесь и нажмем «Сохранить». Нажимаем ОК, и файл сохранен. После чего мы можем закрыть Photoshop. Открываем Spark AR. Мы создаем новый проект, поэтому нажимаем Create New и Blank Project, то есть пустой проект. Отлично. Проект создался. Я немного подготовлю программу, чтобы вам было лучше видно. Здесь поменяю iPhone 8 на iPad и также немного увеличу сцену. Если вы забыли, как перемещаться по сцене, то можете посмотреть первое видео. Отлично, давайте теперь перейдем к самому созданию. Первым делом при создании маски нам нужно добавить трекер лица, так называемый Face Tracker, который будет отслеживать положение лица в пространстве, чтобы найти ключевые точки и правильно наложить нашу маску. Давайте создадим его. Нажимаем на панель сцены, правой кнопкой мыши, если у вас Windows, или Ctrl плюс нажатие мыши. Открывается Add, появляется кнопка Add, давайте наведем на нее и нажимаем на Face Tracker. Face Tracker — это системный элемент, поэтому он не появится на сцене, можете его не искать. После чего нам нужно создать сетку, которая выступит фундаментом или макетом для создания маски с рисунком на лице. Правой кнопкой мыши, если у вас Windows, или Ctrl плюс нажатие мыши, нажимаем на Face Tracker. Также наводим на Add и после выпадения меню нажимаем так называемый Face Mesh. Мы создали Face Mesh, он находится, как вы видите, под Face Tracker, то есть Face Tracker открыт, и в Face Tracker, то есть привязан к нему, находится Face Mesh. Можем мы также видеть на сцене его, он залит placeholder, это означает, что мы пока не задали ни цвет, ни материал. Placeholder — это вот данная шашечка. Давайте создадим материал. На правой панели ищем Material, нажимаем плюсик. Материал применился к макету, мы видим это на сцене, а также видим, что в панели Assets появился новый материал под названием Material 0. Нажимаем на данный материал и видим справа панель со свойствами материала, о которых мы говорили в прошлом видео. Так как мы хотим создать маску с рисунком на лице, то в типе давайте укажем не стандарт, а Face Paint. Ниже укажем тип заливки, это или цвет, или текстура. В нашем случае это второй вариант, то есть текстура. Поэтому нажимаем на текстуру, выбираем New Textura. Откроется окошко, в котором нам нужно открыть файл, который мы только что сохранили в Photoshop. Он у меня сохранен на рабочем столе, поэтому я перейду на рабочий стол и открою его. После нажатия на Open мы видим на сцене примененную нашу текстуру. То есть это два логотипа Nike и Adidas.
В панели справа вы можете настроить некоторые свойства и их значения, это прозрачность, насыщенность и так далее. Маска автоматически сжимается, и как я и говорил в первом видео, когда мы знакомились со SparkR, она адаптируется автоматически под все устройства и размеры. При этом мы теряем немного качества. Давайте я покажу, как это исправить. Переходим в панель Assets и нажимаем на текстуру, то есть на Face Muscular. После чего возвращаемся на панель справа и нажимаем на галочку No Compression. После чего нам станут доступны устройства iOS, Android и старое Android устройство. В каждой из операционных систем мы можем нажать на стрелочку вниз и выбрать интересующий нас тип сжатия. Тип сжатия, который выбирается по дефолту после нажатия на No Compression, он нам и нужен. Он называется Pass-Through, после чего наш рисунок на лице больше не будет терять никогда качество. Сейчас вы можете проверить, как выглядит маска на вашем лице. Для этого скачайте приложение из App Store или Google Play, подключите телефон к компьютеру и нажмите на кнопку Test on Device. Она находится здесь слева. Если вы еще не знакомы с интерфейсом, то посмотрите первое видео из данной серии. Также, если вы считаете, что маска уже готова и у вас была цель сделать маску с рисунком на лице, то даже сейчас вы можете уже ее экспортировать и загрузить в Facebook Messenger для модерации и загрузки ее в Instagram. Для этого нажмите на файл, далее экспорт, после чего ваша маска подготовится и вы можете ее экспортировать. Для этого просто укажите место для сохранения и нажмите «Сохранить». Также сохраните этот проект на компьютере. Для этого нажмите «Файл», «Save», после чего выберите путь для сохранения и нажмите «Сохранить». С этим проектом мы продолжим работать, возьмем его за основу и будем модернизировать. Сделаем свечение, пластику, точечную коррекцию и так далее. В следующих видео мы научимся выравнивать кожу и изменять пропорции лица. В одном из предыдущих видео мы скачивали файлы, которые нам будут необходимы для ретуши и изменений пропорций лица. Поэтому, если вы еще их не скачали, то просмотрите прошлое видео и скачайте данный файл. Я надеюсь, что урок вам понравился, он был очень простой, но если у вас остались вопросы, то можете задать их в комментариях. Всем спасибо, увидимся в новых уроках.